Перманентное измерение пульса в крови, мониторинг сна и уровня стресса, 96 спортивных режимов, отличное время автономной работы, приятные материалы, качественная сборка и привлекательный дизайн, водонепроницаемость 5 атмосфер, возможность отвечать на входящие вызовы и уведомления быстрыми ответами. Обо всем этом нам заявляет производитель. Но как же на самом деле дела обстоят у фитнес-браслета под названием Huawei Band 7, я сейчас вам расскажу. К слову, на Xiaomi Band 7 у меня уже есть обзор на канале, вы можете его посмотреть. Xiaomi Smart Band 7 Pro, разумеется, уже в пути, хотя многие говорят, что он не совсем Xiaomi-шный. Помимо этого, я Amazfit-овский 7-й браслет купил, и если вам интересно, чтобы я сделал обзор на смартфон Nothing в своем стиле, подписывайтесь на Twitch, там я его буду тестировать в играх. Полетели! Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, после Mi Band 7, мы будем обозревать с вами Huawei Band 7. Еще раз напоминаю, что YouTube канал имеет телеграм-канал взаимопомощи, там 15 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, там 60 тысяч человек. С этими людьми можно общаться и делиться мнением по поводу своего девайса, кому-то помогать, а у кого-то просить помощи. В чем подход вообще Huawei? В том, что они делают на Harmony OS, powered by Harmony OS, наверное, это при поддержке Harmony OS девайсы, которые они в первую очередь затачивают под свои девайсы. Обычно Huawei не имеет возможности носимые гаджеты использовать как Bluetooth кнопку не с Huawei или не с Honor. Это плохо. По поводу хорошего, до 2 недель без подзарядки автоматический мониторинг SPO2. Если сравнивать с Xiaomi, что делали уже десятки блогеров, и я вам скажу сразу, я их не смотрел. Почему? Потому что Huawei вместе с Xiaomi идут прям ноздря в ноздрю во всех смыслах. Здесь у нас довольно тонкий ремешок. Я по ходу с 7-м бендом, разумеется, чуть-чуть все это дело сравню. Он быстросъемный, этот ремешок, кастомные какие-то не подойдут. Если брать зарядку, опять же стандартная, мне кажется, что даже к старым фитам каким-нибудь она подойдет от Huawei. Все висит, все красиво. 28,8 грамма, это ни много ни мало, обычный абсолютно бенд. И размеры сходу. Кстати, нажал на кнопку, кнопка одна здесь физическая, Huawei включился. 26 мм в ширину, в высоту 44, в толщину 10,3 мм. По языкам русский язык сразу на борту. Нечего разглагольствовать, но есть здесь, разумеется, отслеживание сна, но он очень хороший в Huawei. Долгая батарея, довольно большой экран, они тонкие, но у меня получилось, что они больше 10 мм, они пишут, что они меньше. Ну ладно, 96 режимов тренировок, которые в лучшем случае вы будете использовать 9. Быстрая зарядка, которую мы проверим, и 5 атмосфер, не бояться воды, можно в них плавать. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрываю еще наушники Sony сейчас, Infinix 12 Pro смартфон и еще защищенный смартфон. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме на YouTube на Польза.нет Live. Перейдем же к смарт-браслету. Полетели. Поставляется Huawei Band 7 темно-зеленый, красный, черный и розовой расцветки. Я приобрел классический вариант, черный. Дизайн привлекательный и выглядят они внушительно. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет смотрится хорошо. Ремешок быстросъемный, выполнен стандартно из силикона, тактильно он очень приятный, но пыль собирает моментально. Корпус фитнес-браслета выполнен из полимерных материалов. Сборка меня порадовала, как и материалы. При носке Huawei Band 7 не ощущаются, спать в нем очень комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп и оптический датчик измерения пульса. Браслет может измерять помимо пульса также кислород в крови, наш любимый SPO2, мониторить сон и уровень стресса. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, они не нащупывают. Пульс измеряется в ручном режиме или авторежиме, как и SPO2, что очень даже хорошо. Вспоминаем Amazfit Bip 3, которые не могут кислород автоматически измерять, а только в ручном режиме. Мониторинг сна и уровня стресса также работает в перманентном режиме. На руке измерения приближены к реальным, погрешность минимальная, но есть. В целом ничего нового в плане работы измерения пульса, SPO2 и так далее я не обнаружил. Разумеется, все работает корректнее, но, напоминаю, данный девайс не является медицинским устройством. Сон мониторят отлично, как и все фазы сна. Уровень стресса в целом у меня всегда показывал умеренный стресс. Также на корпусе есть физическая кнопка, нажимается она приятно и люфт у нее минимальный. Она отвечает за переход к меню и возврат. Летим дальше. С фронтальной части находится слегка закругленный AMOLED-дисплей в
1,47 дюйма с разрешением 194 на 368 пикселей, и да, это меньше, чем у Xiaomi Band 7. Рамки у Huawei Band 7 практически незаметны, а вот подбородок сложно не заметить. Но в целом мне хватило половины дня, чтобы забыть о их существовании. К слову, у Amazfit Band 7 экран больше, чем у Xiaomi и чем у Huawei. Поэтому ждем обзора на канале. Картинка насыщенная, четкости достаточно, как и контрастности. Скроллинг довольно плавный, как для фитнес-браслета, и перемещаться по интерфейсу удобно. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день мне лично яркости хватает. Шрифт хороший, как и перевод, но есть надписи, которые анимировали как бегущую строку, что является не лучшим решением. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, а время функции постоянно включенный экран 20 минут. Полноценный Always On дисплей на борту с 5 видами. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, но при включенном Always On дисплее экран не загорается при поднятии, что странно. Также можно включить функцию включения экрана нажатием на него, установить пароль на фитнес-браслет, возможность есть, как и включить режим «Не беспокоить», все как всегда. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Меню небольшое, и в нем есть из интересного тренировки, пульс, СПО2, активность, сон, стресс, дыхательные тренировки, музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки, регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне, но загружать музыку на сами часы не получится. Далее есть погода, таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме. Будильник, который можно установить прямо с браслета, фонарик и поиск телефона. Bluetooth-кнопка для удаленной съемки есть, опять же, как заявляет производитель, но я ее не обнаружил. Будем считать, что она только со смартфонами Huawei. Всегда так было, почему-то с другими смартами Bluetooth-кнопки у них нет. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, а вот у Xiaomi версия 5.2. Операционная система Harmony OS версии 2.0, к слову, Bluetooth есть уже и 5.3, и на многих часах он ставится. Я не знаю, почему Xiaomi и Huawei решили ставить старые версии. Хотя, знаю, экономят. Тренировок на борту 96 режимов у Huawei. Huawei Band 7 поддерживает спортивный режим плавания. Определение активности есть, бег у меня определяли они хорошо. Встроенного GPS нет, и навигация происходит за счет GPS в смартфоне. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. К слову, Fit 2 часы у Huawei могут похвастаться GPS, и они у меня на руках, скоро на них тоже будет обзор, но стоят они дороже. Входящий звонок с Huawei Band 7 можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами, за что спасибо. Но это было и в прошлой версии. Вибромоторчик хороший, и силу вибраций настроить можно. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно заготовками или смайликами. Иконки приложения отображаются, а смайлики нет, что, конечно, расстраивает. Далее, емкость аккумулятора производитель решил не указывать, полный цикл зарядки занимает 1 час. В активном сценарии использования со всеми мониторингами здоровья они проживут не более 6 суток. Во всяком случае, так у меня. В максимальном использовании с одной тренировкой в 1 час 30 минут за сутки ушло 18%. Что, как по мне, неплохо, но это если не использовать Always On дисплей. Разумеется, с ним автономность значительно снижается. Быстрая зарядка, к слову, на борту и за 10 минут набегает 15%, чего точно хватит на сутки. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, разумеется, как и все устройства с каким-либо классом защиты от влаги, я их окунул в воду, по итогу с ними ничего не произошло, функционал остался рабочим и внешний браслет не пострадал. Плавать с ними можно, как и принимать душ. Если есть какие-то доп. Вопросы, опять же спрашиваем на стриме. По всем девайсам, которые у меня были на руках, могу вам подсказать. Не будем же мы обзоры дико растягивать. Летим дальше. Приложение стандартное для Huawei, а именно здоровье. В приложении есть 5 вкладок. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировка и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами. Бесплатных циферблатов немного, но они есть. Любую фотографию установить, возможность есть, и воспользоваться персональным watchface. К слову, есть watchface, через которые можно переходить к приложениям, что удобно. Далее есть окошко с анализом пульсовой зоны и аритмии, настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, будильника, погоды и быстрых ответов, что очень даже удобно. Также есть возможность включить функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth. Работает это дело исправно. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновления уже прилетали. Минусы — это заметный подбородок, нет встроенного GPS, нет NFC, нет микрофона, нет динамика, не отображаются смайлики. С включенным Always On дисплеем при поднятии запястья экран не загорается, что действительно минус. Я бы к минусам еще отнес низкую автономность и еще отсутствие Bluetooth кнопки не с телефонами Huawei. Плюс еще старый Bluetooth, но чисто морально это как-то неправильно, когда старый Bluetooth ставится в современное устройство. Могли бы они на пару десятков центов побольше потратить, правильно? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она более чем лояльна. Также вы можете подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, где вам посоветуют, какое все-таки лучше устройство купить из носимых, или какой смартфон. Нас там почти 15 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, где уже 62 тысячи человек, и я там выгружаю эксклюзивный контент, помимо выгодных предложений. Резюмирую, Huawei Band
7 лично мне больше импонирует, чем Xiaomi Band 7. Данные два устройства практически идентичны по функционалу и в то же время слегка разные. Сказать, что Huawei Band 7 намного хуже, я не могу. Как по мне, здесь уже нужно выбирать по своим предпочтениям. Для меня Huawei Band 7 отличный выбор за свою стоимость, но, опять же, здесь есть определенные недостатки относительно Xiaomi-шного браслета. Но Huawei всегда в моем user experience все девайсы делал лучше. Сборку, ПО, качество отслеживания сна, разумеется, сон дневной они считают. Не забываем подписываться на канал, писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Всем, кто напишет коммент, огромное от меня личное спасибо, вы помогаете проекту. Не забываем, что канал без мата, хамства и рекламы. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.